Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня у нас 24 апреля. Мы накануне праздника. В Украине у нас называется он Вербна неделя. Праздник этот будет завтра. В это время у нас всегда холодает очень сильно. Приблизительно на это время попадает цветение абрикоса. Начало или где-то середина цветения, и обычно выпадает снег. Так и сегодня. Снега нет, но очень похолодало, такая очень холодная погода. Значит, у меня в этом году попало так, что раньше-позже я не могу заглянуть к пчелам. Именно сегодня и уже пора начинать делать первое расширение. Значит, первое поколение пчел где-то вот уже выходит несколько дней назад, и вот эту где-то приблизительно неделя будет срок, что выходит первое поколение. И маточка будет второй раз зачервит эти рамки, ну и естественно требуется расширение. Значит, подставлять рамки желательно прогретые. Прогревать можно разными способами. Ну, как получается. Значит, у меня получается, я как бы делаю двумя способами. Один из способов, вот я показываю здесь. Значит, есть такая группка, сутки, лучше двое, еще лучше трое суток, потому что мед очень долго прогревается, чтобы его хорошо разогреть, прогреть. Вот. И я обычно вот в таких ящиках раскладываю рамочки, те, которыми я буду расширять. Есть медовые, полномедные, есть где-то малометки и есть сушь. Вот, грубка хорошо прогретая, и я вот выставляю в таких ящиках. Вот такая сушь. Вот будем такой сушью расширять, подставлять. Маточка с удовольствием вот такую не темную, не светлую. Светлую она старается в такое время, в холодное, обходить. Слишком темная, тоже она не очень хорошо. А вот такая светло-коричневая, это супер для расширения. Вот так вот ранней весной. Такая, вот это уже чуть потемнее. Это уже не очень такая. Тоже, в принципе, еще пойдет, да. Вот такой будем сушью. А это уже темная, да. А следующая. Вот такая хорошая. Вот такие рамочки будем расширять. И медовые там есть. Под низом там медовые. И еще один способ, как прогреть, я покажу уже там непосредственно на пасеке. Сказал, что снега нет. А снег вот все-таки пошел. Уже не такой, как бы сильный, как обычно, что даже лежит. Но отдельные снежинки вот пролетели. Тучка прошла, закончился. Не исключено, что следующая тучка тоже сейчас пойдет. Что, готовимся. Разжечь дымарь я сейчас так не могу. Ветром все сдувает. Я поэтому такое тоже мое ноу-хау. Вот таким вот образом. Дымарь кладу там внутри улья, благо место позволяет в лежаках. И здесь же пожигаю. Там ветром сдувает моментально. Поэтому я вот таким вот образом разжигаю дымарь. Тут же на пасеке. Так, там все заправлено. Здесь закрываем. Вот так. О. И дымарь работает. Так. Закрыть только надо. Хорошо. Дымарь уже старый. Это, кстати, дымарь еще моего отца. Лет 50, наверное. Заодно покажу, как... Не знаю, как сейчас делаю дымари. Заодно покажу. Сталь здесь прекрасная. Вот за сколько лет? Я говорю, лет 50 этому дымарю. Единственное, я мех сменил уже. Здесь дерево. А это все еще родное. Металл хороший, а здесь вверху интересно как сделано. Вот сейчас покажу. Вот здесь нержавейка. Сейчас просто здесь не видно. Если тут поскрести,
Вот это нержавейка, самое такое место, где обычно прогорает. А это все держит. Я говорю, ну, как память про отца, пока работает. Все. Заодно сразу покажу еще один такой, ну, лайфхак небольшой. Перед тем, как ставить сушь для расширения, я обычно опрыскиваю такой теплой водой с марганцовкой. Если видно, вот так на свет покажу. Потому что спрашивают обычно, сколько кристаллов туда бросать марганцовки. Чтобы был такой светло-розовый раствор. Вот это супер для того, чтобы немножко сделать дезинфекцию там пчелкам. Теперь вода должна быть теплой. Но если при такой холодной погоде долго ходишь по пасеке, эта вода быстро остывает. Для того, чтобы она не остывала, я вот такой чайник набираю воды. Тут, правда, крышка, ну, у меня отдельно она так ставится, то есть уже без, отдельно крышка. Нагреваю чайник с водой и ставлю в этот чайник. Вот таким вот образом. И надольше потом я хожу по пасеке, она не остывает. Если остывает, чайник можно еще раз подогреть и надольше хватает. Ну, холодной водой не хочется. Так, идем дальше. Значит, я вчера прошел, расширил также по холодной погоде. Ну, уже как там получалось. Лежаки на додановскую рамку. У меня остались лежаки расширения на украинскую рамку. Ну, начнем и посмотрим, что там делается. Да, кстати, я вчера и посмотрел там пару ульев на украинскую рамку. Развитие на украинскую рамку лежаков намного лучше. Семьи в лежаках на украинскую рамку, ну, на мой взгляд. Ну и так смотрим. Значит, пчелки сейчас холодно, безвзяточный период, поэтому желательно работать с маской. Ну и так смотрим. Значит, сразу показываю второй способ, как можно прогреть рамки, если нету возможности разогреть вот так возле грубки, или нету времени, чтобы их долго прогревать, то вот прошлые выходные я также приезжал, также холодная погода, в гнезда я уже не смотрел, наверное, где-то месяц. То есть сразу после зимы там была немножко нормальная погода, можно было сократить, посмотреть семьи, где матка есть, нет, вот эту работу я эту сделал. А дальше, ну что, чтобы на перспективу было немножко пчелам расширение, был какой-то корм, и заодно они прогревали рамки, ну, вот я делаю следующим образом. Вот здесь можно посмотреть. Значит, вот здесь сокращенное гнездо. В этой семье раз, ну, видно, раз, два, 3, 4, 5, 6 рамок. Вот это гнездо. Ну, естественно, по бокам там был мед. По центру где-то уже такие они подъели там немножко мед. Сейчас посмотрим, что там получилось. Обязательно я в то время еще положил пленочку, для того, чтобы лучше они, больше там получается влажность, лучше они берут закристаллизованный мед, ну и теплее им, в общем-то. Так, и вот то, о чем я говорил. Значит, вот здесь я делаю либо вот такую планочку, либо пустую рамочку размещаю, так, придавил жалко пчелку. Так, и здесь, значит, туда заворачиваю пленочку и раскладываю утепление туда до самого низа, И здесь получается, что получается? Вот заставная, и за заставной 2 рамочки было медовых. И вот, раскладываю такие планочки, чтобы пчелки могли отсюда сверху переходить туда, потому что погода очень холодная. И вот здесь чувствуется тепло, рамочки прогреваются. Если уже недостаточно корма, они корм здесь берут, переносят туда в гнездо. Ну и таким образом вот эти рамочки немножко прогреваются. Их потом можно переставить в гнездо. Это если нет возможности прогреть так, как вот я говорил. Это второй способ. Так, ну пчелы, сейчас я говорю, немножко
нам не рады. Так. Поэтому придется и с дымом, и с маской работать. Так, ну что, работаем. Убираю уже полоски. Да, оторвалась там, осталось, придется доставать. Ничего не сделаешь. Так, теперь... Вот строят такие наросты. Ну, видно, что наросты эти, они берут там с рамок, сгрызают и здесь вот поднимают. То есть свежего ничего еще нет. Если даже будут такие вопросы, что может там рамку подставлять, там на оттяжку, нет, на оттяжку еще рано. Это ну, в нашей местности. Когда уже пойдет нектар полным ходом, тогда можно ставить. Если сейчас поставить на оттяжку, они ее сгрызут. Так, смотрим, что здесь есть. Здесь я оставил такие. Ну вот они ее почистили, тут работают, закристаллизованный остался, а тут даже вот чуть-чуть оттягивали, чуть-чуть ее ремонтировали. То есть вот такую даже можно ставить в гнездо, и здесь маточка может зачервить. Вот с этой стороны то же самое. И здесь медок закристаллизованный, тут закрытый. Вот и есть. Вот такие пару рамочек. Вот это следующая медовая. Вот видно, пчелки работают. Где им удобно, вот они там выбирают мед. Ну, если есть необходимость, они туда внутрь переносят. Так, ну и смотрим теперь, что у них там в гнезде делается. Конечно, если каждый день на пасеке кто бывает, можно выбрать и хорошую погоду, и там раньше, позже это сделать. Но у меня пока я еще работаю, как бы. Так, вот на заставной такое количество пчел, поэтому делаем вывод, что пчелки, развитие идет. Так, хорошо, последняя рамочка в гнезде. Смотрим, что здесь. Значит так, трутня немножко заложили. Вот, маточка попалась. Вот такая куська. Ходит маточка. Карника у нас F1. Это прошлогодняя. Ну, каждый год я маточек меняю. Так, значит, здесь они свежую пыльцу принесли. Но это уже, можно сказать, перга. Она идет для расплода. Если эту мы видим, последняя перга, значит, следующая уже там будет с расплодом. Так. Идем здесь и с обратной стороны. Там еще немножко закристаллизованного меда. Вот пчелки взлетают. Взлятся, конечно. Погода. Взлятка нет. Ну а мы тут к ним. Так, смотрим. Смотрим, что у них тут теперь в гнезде делается. Вот вторая рамочка. Это то, о чем я говорил. Выходит первый расплод. Ну, такой, тут, конечно, не так, чтобы сплошной. Вот немножко закристаллизованного еще осталось. Вот здесь уже вышел, и маточка заложила. Тут уже червячки, там яйца. То есть вот первый расплод уже вышел, молодой. То есть пчелка меняется. Старая пчела отходит, молодая заменяет ее. Так, третья рамочка. То же самое. Вот так, видно тут уже, вот молодая пчелка, вот видно четко. Вот одна, вторая пчелка, третья молодая. Молодые. Тут в основном уже молодые пчелки. Все, вышли, и маточка по новой будет червить. Вот молодые, видно, вот видно, да? Вот молодая пчелка чистит. Она сразу выходит и сразу чистит ячейки. Это работа молодых пчел. Вот пчелка молодая. Их задача чистить ячейки. Более старшие уже там летают за нектаром, за пыльцой. Так, третья рамочка. Ну, вторая с расплодом, скажем так. Третья, но вторая с расплодом, так? Так, следующая смотрим. То же самое, тут расплод есть, но опять же, вот это закристаллизованный мед, ну тут расплод. Так. И тут уже пошла пыльца. То есть все, гнездо, можно сказать, закончилось. И там, наверное, скорее всего, уже медовые рамки. Поэтому вот здесь мы им сделаем расширение. Ну, большое, небольшое делать расширение. Так.
Поставим им вот такую рамочку. Обрызгиваем таким раствором марганцовки. Ставим. Маточка тут с удовольствием зачервит. Закрываем. Много расширения не будем делать этой семье, потому что ну, семья не такая, чтобы слишком уже тут большое такое развитие было. Поэтому одной рамочки, я думаю, достаточно. Вот. И здесь повыходит расплод, то же самое, маточка зачервит. Пока этого достаточно. Ну что, поставлю сюда хорошую, прогретую, вот такую медовую. Она тоже медовая, ну и немножко перги есть. Вот здесь есть открытый мед, закристаллизованный. То же самое, мы его сейчас опрыскаем. Пчелы тогда более с удовольствием будут брать. Ну, у них выхода другого нету, потому что они смотрят, что что-то надо с этим делать. И они потом переносят этот мед в гнездо. Поскольку нету еще в природе взятка, то это им очень хорошо поможет для развития. Ну и пока все. Эти рамки, что за заставной, в принципе, их можно было бы поставить в гнездо. Но поскольку ну, семья тут небольшая, то я их так и оставлю. То есть пусть они у них будут как запас. Если вдруг не будет там в природе взятка, вот им придется сидеть. И недостаточно будет в гнезде, тогда будут и эти брать. А в следующий раз я их уже переставлю в гнездо. Расширяем следующую семью. Здесь, кстати, у меня зимовало две семьи. В одной семье весной не оказалось матки. И эту вторую семью я перегородку убрал. Часть пчел присоединил сюда, часть разбросал по другим семьям, потому что, ну, в одну как бы много было, а у меня не очень сильные все остальные, поэтому где-то струсил, где-то рамочку с пчелой поставил. Весной принимают очень хорошо, но это рано-рано. Так, смотрим, что здесь делается у нас. Закрою. Тут то же самое за заставной стоит. О, за заставной интересно. Вернее, ну да, за заставной от основного клуба. И вот сколько пчел. То есть тут можно сказать, что семья быстрее раздвинулась. И им уже тесно там. Они уже вышли сюда и полностью работают на рамочке за заставной. Их надо струсить аккуратно, чтобы не подавить. И вот главное, такая холодная погода, а вот уже есть эта моль, личинка моли уже, видите? Все. Вот насколько моль быстро развивается, быстрее, чем пчелы. Так, ну что, так, это уберем сейчас. Угу, и здесь пчелы. Так, смотрим теперь, что у нас тут представляет собой гнездо и за заставной. Так, гнездо. Раз. Видно? Через это самый полиэтилен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 вот это гнездо было, что я сокращал. Заставная и за заставной 2 рамочки. Это стояло на всякий случай для корма, для расширения. И чтобы вот этим холстиком и утеплением я не придавил рамочку, то ставил вот такую планочку здесь. Здесь можно, еще раз говорю, пустую рамочку, не навощенную поставить. Вот. И чтобы она просто не закрыла, не придавила саму рамку. Вот упираем. И тут пчелки потом имеют возможность работать на этих рамочках. Что вот они и делают. Вот. И здесь сколько пчел. Вот видно, ну я подымил, они туда ушли. Пчелок много здесь. Так,
ветер. Конечно, ветер очень сильный. Ну, не та погода, чтобы к ним, конечно, к пчелам. Ну, а у меня, я еще раз говорю, другого времени у меня нету. Поэтому, ну, что делать? Так, убираю полоски. Потом уберу. Так, вот это за заставной смотрим. Что здесь? Прополюсовали пчелки рамочку. Вот ветер что делает, видите? Такой нехорошо в такую погоду работать, а что делать? Так, вот за заставной они выбрали крайнюю рамочку. Так, тут ближе внутри. Ну, тут медок есть. Кстати, переработали и вот сложили жидкий мед. Работают пчелки на этой рамочке. Так, есть, отставляем ее. Вторая. Тут более светлая, тоже закристаллизованный закрытый мед. Тоже на этой рамочке работают, разогревают ее. То есть хороший способ для того, чтобы рамочку вот таким вот образом разогреть и потом переставлять в гнездо. Как запас им тут. Погода, конечно, никакая. Погода никакая. Так, заставная. Отставляем. И что у нас? Смотрим в гнезде среди этих 6 рамочек. Так, последняя. Смотрим. С обратной стороны перга уже. Здесь закристаллизованный мед, запас меда. Тут то же самое перга. Пергой занесли. Значит, следующее, по идее, должен быть уже расплод. Так, вот легенькая чувствуется. Вот и есть расплод. Светлая рамка, но с расплодом. Здесь расплод, червячки. То есть и даже такая светлая, но вот говорят, что на светлой матка не червит. Червит хорошо и даже на светлой рамке, и даже в такое раннее весеннее холодное время. Так, сдувает полностью все. Вот как им тут, пчелам. Как им пчелам. Вот когда я к ним в такую погоду лезу. Да, ну там проводились исследования, сколько может выдержать закрытый, открытый расплод, яйца, холодильник там, то, ну, в принципе, длительное время может выдержать, да. Человека, пчеловода, конечно, пчелы научились защищаться, да. О, главное, личинка выпала моли отсюда. Интересно, да, как? Так, ну что, сплошной закрытый расплод. Тут уже заложили трутня пчелки. То же самое. Тут уже вышел первый расплод. И вот этот выходит. Ну, этот практически уже на выходе. То же самое уже закладывают трутня. Так, дальше. Следующая рамочка. Здесь что? То же самое, вот видно, вышла пчелка молоденькая. Тут уже червячки, трутня закладывают. Ну, полностью был сплошной закрытый расплод. Это уже второй раз закладывает маточка, уже второй раз пошла. Вот, кстати, и она. То же самое, прошлогодняя, карника у меня. Ну, тут в основном у меня прошлогодняя тройзек 1075 и пешец. Так, вот тут мисочка. Но это мисочки, они всегда тянут. Такие на всякий случай. Ну, может быть позже и тихая смена, если не успеешь посмотреть. Так, следующее. Для себя я бы так не пересматривал. Это чисто сейчас мы больше для видео показываем. Значит, так, что здесь? Ну, то же самое. Тут вышел расплод. Здесь расплод уже выходящий. Так, и последняя рамочка. Я доставать ее уже не буду, но я там тоже смотрю, что тоже с расплодом. Значит, расплод. 1, 2, 3, 4, 5 рамок с расплодом. Так, хорошо. Расширяем.
ставим на место. Ну, еще раз говорю, для тех, кто начнет мне писать, что нельзя в холодную погоду, я сам это все понимаю. Сейчас я чисто для видео это делаю. Так, последняя рамка с расплодом перед перговой. Сюда мы поставим сейчас, вот такую рамочку для для того, чтобы маточка зачервила. Опять же опрыскиваем водичкой. Если водичкой такой теплой опрыскать, намного быстрее пчелы осваивают. Им вода нужна. В это время они еще не могут так много принести себе воды. Вот если опрыскать, они сразу набрасываются, ее очищают, рамочку эту, и маточка быстрее сеет. Все, поставили. Дальше идет с пергой. Перговая рамка, и следующую мы поставим кормовую, уже за перговой. Это классика, как формируется гнездо пчел. И вот будет вот такая медовая. Здесь мед открытый, жидкий мед. Есть, кстати, тоже перга. Здесь мед жидкий. Рамочка прогретая, мы ее сутки прогревали. Здесь мед открытый. Все, отлично. Ставим, это будет кормовая. Вот такое первое расширение. Эти две рамочки мы так и оставляем. Мы их можем подставить в следующий раз в гнездо. Так, и чтобы не придавить утеплением, я ставлю обычно вот такую здесь планочку. Все, закрываем. Ставлю две планочки, чтобы пчелы могли там перемещаться внутри. И выходить сюда за заставную через верх. Поэтому я вот так, чтобы оно сюда перекрывалось. Вот таким вот образом. Кстати, вот опять пошел снег. Именно не дождь, а именно снег. Ну, такие отдельные снежинки пролетают. Если видно, вот, кстати, упала снежинка, и вот снежинка тает. Она падает и мгновенно тает. Ну, снег, реально, вот если посмотреть, идет снег. Всегда такая погода в это время у нас. Смотрим следующую семью. Прикрою. Лицо прикрою, не хочется получить под глаз. Так, хорошо. Убираем. Здесь у меня за заставной нету. Я, в принципе, раньше еще переставил все в гнездо. Вот, но сейчас посмотрим и, возможно, и здесь сделаем расширение. Так. Это у меня была более слабая семья. Вот, но сейчас посмотрим. Так. Так, последнюю, ну, я говорю, я чуть-чуть тут расширял. Медовая. Хорошая медовая. Тут даже можно будет и не добавлять меда. Сейчас посмотрим, что тут делать. Так. Вторая. Так, тут такая более легкая. Перги. Наносили вот перги. Но тут не так много пчел, и на той еще меньше. Поэтому, возможно, мы сейчас одну только сушь поставим и все. Корма у них тут хватает. Так, вот пошла. Тут то же самое с пергой. Выходят уже пчелки. Вот. Тут, кстати, это маточка, которую они тихую смену сделали. И она такая совсем рыжая. Сейчас, если попадется нам, мы ее посмотрим. И пчелы такие же. Где-то подгуляла она на местных парнях. Маточка. Вот. Чистоту тут, конечно, удержать очень сложно. Вот это легенькая рамочка. О, отличный расплод такой. Отличный.
Легенькая рамочка. И то же самое, сколько перги наносили. Так. Смотрим дальше. Вот здесь вышел расплод, а здесь выходящий расплод. Здесь скоро выйдет. Ну и то же самое, вот молоденькие пчелки видно. Вот выходит расплод, тут маточка сразу засеет. Вот, кстати, и она. Карника, подгулявшая на местном, не знаю, с кем она там. Какого она там парня нашла. Такая рыжая. Ну что, и такое бывает. Это сделали в прошлом году пчелки тихую смену. Так, есть. Идем дальше. Но маточка отлично работает. Видно, что отлично работает. Я же говорю, достаточно слабая семья была, но засеяла она прекрасно. Так, следующее. То же самое. Здесь расплод и выходящий расплод. И опять засеяла, червячки есть. То же самое расплод и уже пошел. Ну, последняя, там тоже есть расплод, но я ее уже поднимать не буду. Все. Значит, ставим на место. И где-то, наверное, вот так в центре я поставлю сейчас на расширение. Вот такую сушь поставлю на расширение. Четко сушь. Маточка быстро ее засеет. Единственное, я говорю, я ее обрызгиваю такой водичкой, чтобы они быстрее ее осваивали. Вот это отличная рамочка. Тут и был расплод полностью на всей рамочке. Вот. Ставим ее в центр. И этого пока будет достаточно, потому что пчела сменяется. Это не то, что пчела вышла, ее больше становится. Старая отходит, молодая на ее место приходит. Поэтому тут как бы большого расширения, первое большое расширение делать не надо. Вот одной рамочки достаточно. Вот. И есть две кормовых у нее, поэтому у этой семьи. Поэтому, ну, я еще одну могу поставить за заставную. Одну добавлю за заставную и все. Сейчас поставим. Так, добавляем. А вот такую кормовую добавим за заставную. И все. И это будет, этого им будет достаточно. Смотрим следующую семью. Тут у меня две семьи через перегородку. Поэтому смотрим одну, потом будем смотреть вторую. Так, закрываем. Так, тут смотрим. Значит, семья немножко послабее. Даже не знаю. Сейчас посмотрим, делать расширение, насколько. Послабее семейка. А тут 3 рамки за заставной стоит. Но пчел я здесь особо не вижу. Поэтому не знаю. Сейчас посмотрим. Ага, что там с маткой вообще. Так, опять же. Смотрим, так, заставная. Пчелки злятся. Он на воду как летают. Видно отсюда показать. Как летают на воду. Так, смотрим. Значит, здесь раз, два, три, четыре, 5 рамочек стоит. 5 рамок. Смотрим последнее. Что здесь? Почистили, сидят, а здесь вообще-то расплод есть или нет. Тут перга. Может, тут что-то с маткой. Нет, расплод.
Расплод есть, да, просто более слабое развитие, более слабая семья. Яйца я смотрю по периметру. Расплод такой нормальный, но просто более слабая семья. Так, тут упала полоска. Так, матки я пока не вижу. И тут у них все нормально, единственное... Да, полоску достань. Единственное, что более слабая семья. Позже начала сеять, очевидно, матка, потому что еще я не вижу выходящего расплода. А вот здесь есть. Вот здесь есть. Расплод уже вышел, да. Вот молоденькие пчелки ходят. Вот маточка. Ой, такая куська, такая тонкая и длинная. Ха-ха, не толстая, а тонкая и длинная маточка здесь. Вот такая. Вот здесь расплод. Так. Так, следующая рамочка, то же самое. Здесь перга, по центру расплод. И здесь расплод. Вот выходит, щелка как раз выходит, прогрызается, видно, да? Выходящий расплод. То есть в ближайшую неделю выйдет этот расплод и маточка опять засеет. Так, ну что, еще и сюда сделаем одну рамочку, поставим на расширение. Так, хорошо. То же самое, можем в самый центр поставить рамочку на расширение. Вот такая сушь. Поставим вот такую сушь им на расширение. Сбрызгиваем водой, теплой водой с марганцовкой, чтобы они быстрее рамочку освоили. Вода им сейчас нужна. То ли летать за водой, то ли вот у них здесь будет водичка. Вот. Рамочка прогретая, тепленькая. Вот. Они должны быстро освоить, и маточка полностью всю зачервит. Вот. Ну, поскольку меда у них тут достаточно, ну, у меня, в принципе, и в складе меда достаточно. Поставлю я им еще одну прогретую, как последнюю. Здесь как кормовую будет. Будет им кормовая рамочка. Вот такую. Здесь такой закристаллизованный, закрытый, чуть-чуть такой открытый мед. Вот такой. Можно даже, кстати, вот такой закристаллизованный можно тоже сбрызнуть водичкой. Сейчас мы его тоже немножко побрызгаем водичкой. И пчелки, оно быстрее тогда растворяется, этот закристаллизованный мед. И пчелки с удовольствием его тогда берут. Все, ставим последнюю. Вот это, в принципе, и все расширение для этой семьи. Вот закрываем, а эти стоят за заставной, пусть так и стоят. Это будет им запас. Если вдруг там будет мало, я не успею вовремя расширить, то и запас у них, в принципе, есть. Смотрим следующую семью, это через сплошную перегородку. О, тут также сокращенная семья, но, на мой взгляд, чуть-чуть посильнее, чем та семья. Вот сплошная перегородка у нас стоит здесь. И это вторая семья, так она и зимовала. Поподымали, они уже здесь наросты поделали такие. Ну, наросты это еще не своя, как бы не свой, они сгрызают воск, потому что такой темный, видно, не светлый. Сгрызают и сюда просто поднимают. Ну, работают. Значит, у них тут нету работы, они себе находят работу. Так, хорошо. Две рамочки за заставной. Так, в гнезде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сокращенное гнездо было. Хорошо, что за заставной делается? Медовые рамки я им ставлю.
Вот они тут подобрали немножко, работают на них, но мало, тут пчел мало. То есть еще как бы такого критического состояния тут нет. Идет только обмен, замена старой пчелы на молодую. Поэтому чуть-чуть они немножко здесь выходят, работают. Как бы запас у них есть медовый. Заставная, утепленная. Так. И что делается у нас тут в гнезде? В гнезде делается вот такая рамка. Вот такая рамка. Когда они ее съедят, неизвестно. Такая рамка. Откачать можно. Закристаллизованная полностью. И смех, и грех. Вот так перезимовали пчелы. Она им оказалась не нужна. Но, кстати, это хорошо, когда есть запас. Потому что наступает такая погода, что будет сады цвести, а нектар выделять не будет. И в это время, ой, как хорошо она у них пойдет. Так, следующая рамочка. Следующая рамочка вот такая. Тут они ее уже освободили, забили пергой. Так, а вот и маточка ходит. Прошлогодняя карника F1. Маточка. Чего она здесь ходит на перговой рамке? Потому что там уже негде ей сеять. Она уже ищет, где только можно. Уже на перговой рамочке. Поэтому надо расширять. Так, с этой стороны смотрим. То же самое. Забито пергой. Ну, там закристаллизованный мед. На рамочке работают. Хорошо. Так, следующее. Смотрим. Поприлепили ее со всех сторон. Так, что здесь? Здесь расплод вышел, маточка зачервила. Видно молоденькие пчелки. Видно так вот приблизить? Молоденькие пчелки вышедшие. В основном молоденькие. Вот это все, вышел расплод. Здесь выходит расплод. И маточка. Ну, если не успеют засеять они, занести пергой, то маточка, по идее, тут должна засеять еще раз. И молоденькие пчелки чистят ячейки. Здесь то же самое. Выходит расплод. Ну вот какой сплошной расплод. Хороший был. Отличная рамочка. Так, следующая. Так, убираю полосочку. Смотрим рамочку. Полностью засеяна. То же самое. Здесь уже расплод вышел. Здесь только по кругу остался. И уже червячки по центру. То есть маточка второй раз уже засеяла. Тут то же самое. Здесь в центре расплод вышел. Этот выходит. Отличная, легенькая. Хорошая рамочка. Это наросты убираю, потому что мешают рамку поставить. Так, ну тут как бы я бы так не хочется и смотреть, но я говорю, исключительно ради видео. Я бы, если бы сам перебирал без видео, я бы там отставил первую, вторую, поставил, расширил и побежал дальше. Снимаем видео, поэтому так подробно показываю и рассказываю. Так, вот следующая рамочка. Здесь уже заложили трутня. Здесь закрытый отличный печатный расплод. Здесь то же самое, отличный печать. Ну и уже перга. Так, следующая рамочка. Ну я ее доставать не буду. Скорее всего там перга. Ну не знаю, я не вижу здесь засева. Закрытого расплода не вижу. Хотя может быть там в засеве есть. Не буду я ее просто смотреть. Все, понятно тут что делается в этой семье. Значит, закрываем. Так. Пчелки, конечно, злятся. Немножко их дымом.
Так, и вот здесь по центру, вот здесь, я поставлю на расширение. Вот такую рамочку поставлю на расширение. Сейчас я ее побрызгаю водой с марганцовкой. И маточка ее полностью засеет всю. Сверху донизу. Это ими будет на расширение. Ну, поскольку здесь много медовых рамок и за заставной, и внутри, то я, конечно, не буду ставить, кормовые рамки я сюда добавлять не буду. Вот эта одна пойдет на расширение и все. Вот это полностью медовая. Вот, ну все. Вот такое состояние развития семей на сегодняшний день. Вот такое мое первое расширение, в принципе, по пасеке. Погода, еще раз говорю, холодная, но уже пришло время расширять, поэтому вот такая сегодняшняя работа. Кто что по этому поводу думает, у кого насколько прошло развитие на этот период, у кого-то больше, у кого-то меньше. Звонили мне, рассказывали, что очень сыпется пчела, то есть не успевает поменяться на молодую, а старая отходит. Тоже вот как бы причины там различные. Ну, называют причину, что слишком долго работала пчела на подсолнухе осенью. Является ли это основной причиной и одной причиной? Тоже вопрос. Возможно и клещ, возможно и плохая зимовка, возможно и болезни. Ну, то есть то же самое. Кто что думает по этому поводу, у кого какое развитие, пишите в комментариях. На этом все, пока.